Витаю, друзья! Здравствуйте, все добрые, адекватные люди. Как и обещал, сегодня у нас будет подробный разбор метформина. Казалось бы, что там можно разбирать? Это один из самых известных и часто используемых препаратов при сахарном диабете второго типа. Многие его принимают, многие слышали, что у него есть ряд интересных особенностей. Например, парадокс: в некоторых исследованиях были данные о снижении частоты заболеваемости раком. Другие исследования говорят о потенциальной возможности замедлить старение. И некоторые авторитетные ученые в области антиэйджинга принимали или принимают метформин. Я и сам раньше делал видео о том, что у этого препарата есть интересные механизмы. Например, усиление аутофагии, то есть внутренней уборки клетки, влияние на системы, которые связывают с замедлением старения. Но чем глубже смотришь в механизм действия этого препарата и чем больше появляется новых данных, тем сильнее понимаешь простую вещь: чудес не бывает. Метформин, как и любой препарат, имеет свою цену. Иногда эта цена оправдана, иногда нет. И сегодня я хочу подробно разобрать именно эту цену. Разобрать оправданные и неоправданные надежды, которые на него возлагают. И самое главное, показать то, чего вы не найдете в инструкции к этому препарату. Но сразу давайте зафиксируем. Метформин – это не пустышка и не яд. Это работающий препарат. Для части людей он реально нужен. Для части людей это разумный компромисс, потому что без него ситуация хуже. Но таблетка – это всегда цена. Ее не назначают от хорошей жизни. И иногда цена оправдана, а иногда нет. Для одних людей метформин необходим, чтобы не допустить дальнейшего разрушения организма. Для других, наоборот, помеха, которая ставит крест на внутренних ресурсах и способности справиться без лекарств. Поэтому мы сегодня разберемся, как отличить первых от вторых. Для этого нам придется вспомнить, что вообще метформин делает в организме. Потому что именно из его механизма потом вырастает и польза, и цена этой пользы. Итак, метформин делает сразу несколько вещей. Во-первых, печень меньше подбрасывает сахара в кровь. Во-вторых, ткани лучше отвечают на инсулин. В-третьих, он вмешивается в клеточную энергетику. И вот именно из этого вмешательства потом вырастает самый неприятный вопрос. На уровне клетки метформин как будто создает дефицит энергии. Клетка получает сигнал: надо ужаться, надо экономить. И на этом фоне включается один из самых главных датчиков обмена веществ – аденозин-монофосфат, активированная протеин-киназа, или короче AMPK. Это запускает внутреннюю уборку клетки, то есть аутофагию. Клетка лучше избавляется от мусора, от поврежденных белков, от всяческого накопленного хлама. С другой стороны, уменьшается активность главного анаболического стимулятора клетки – комплекса mTOR-1. Торможение этого комплекса в экспериментах удлиняет жизнь у животных приблизительно на 20%. То есть механизм понятный, ожидания высоки. Именно отсюда и вырос весь ажиотаж вокруг метформина. Сахар снижает, включает полезные клеточные сигналы, усиливает внутреннюю уборку клетки, ослабляет часть тех систем, которые связаны с ростом и расходом энергии. Почти прямо идеальное средство, скажут многие. И вот здесь возникает вопрос: как же так? Если все так красиво, то почему вокруг метформина все больше и больше неудобных вопросов? Потому что клетка в пробирке – это одно, а человек – это совсем другое. У человека есть возраст, есть лишний жир, есть мышцы или их отсутствие, есть суставы, есть возможность тренироваться или ее нет, есть запас прочности, есть ресурс. И одна и та же таблетка у двух людей может значить совершенно разное. Вот представьте ситуацию. Один человек уже исчерпал свой ресурс. Сердце плохое, суставы плохие, сосуды плохие, есть лишний вес, двигаться трудно. Вы мне сами часто пишете в комментариях: а что делать тем, кто не может двигаться? Вот для них метформин может быть вполне разумной опорой. Выбора уже почти нет. Это объективная реальность. Не будет человек в 65 с плюсом лет быстро ходить 10 километров в день, если у него одышка при ходьбе на 200 метров. А другой еще может бегать, может худеть, может тренироваться, может убрать висцеральный жир, может делать организм выносливее, может реально улучшить свою реакцию на инсулин не только лекарствами, но и собственной физиологией.
И вот если такого человека слишком рано посадить на метформин, вопрос простой, а не слишком ли дорого он за это заплатит? Потому что сахар можно снизить разными путями. Можно сделать организм сильнее, а можно просто помочь себе таблеткой. И это не одно и то же. Когда человек тренируется грамотно, у него не просто падает сахар, у него мышцы лучше забирают глюкозу, лучше работает инсулин, лучше работают митохондрии, растет выносливость, часто снижается давление и меняется весь обмен веществ. То есть организм становится мощнее. А таблетка может сделать анализ красивее, но это еще не значит, что она сделала человека сильнее. И вот здесь начинается довольно неприятное. Есть данные, что у части людей на метформине хуже идет полезная перестройка от тренировок, хуже растет чувствительность к инсулину, хуже растет выносливость, хуже перестраиваются митохондрии, то есть энергетические станции клетки. И это не просто теория. Было рандомизированное клиническое исследование, где пожилые люди 14 недель занимались прогрессивными силовыми тренировками. Одна группа параллельно получала 1700 мг метформина в сутки, другая – плацебо. И группа на метформине набрала меньше мышечной массы и хуже увеличила размер мышц. То есть сама ткань росла слабее. Более того, слабее включались и те программы, которые связаны с ростом и перестройкой энергетики мышцы. Есть данные о том, что метформин способен тормозить работу митохондрий и снижать их ответ на тренировку. То есть речь идет не только о снижении силовых показателей, но и о выносливости. Вы можете тренироваться на метформине, а сила и максимальное потребление кислорода расти не будут. Это уже очень неприятно, ведь сила и максимальное потребление кислорода связаны с меньшим риском умереть от всех причин. Так что сахар вы, может быть, и снизите, но не режете ли вы вместе с этим тот путь, который мог сделать человека реально сильнее и продлить ему здоровый период жизни? Это не значит, что метформин бесполезен. Это значит, что данные не противоречат друг другу, а касаются разных людей. Когда мы смотрим наблюдательные работы, то часто мы видим там более тяжелых, более хрупких людей, которым, извините, уже поздно пить боржоми. И у них метформин может выглядеть лучше. А когда мы смотрим на физически активных, более сохранных людей, особенно там, где нужна нормальная мышечная адаптация, картина уже совсем другая. То есть вопрос должен звучать не так, метформин хороший или плохой, а так, кому, когда и какой ценой он помогает. Для одного человека метформин – спасение, для другого – слишком ранние костыли. Костыли нужны тому, кто без них не может идти. Но если слишком рано поставить на костыли того, кто еще способен восстановить функцию, вы не усиливаете его. Вы делаете его зависимым от внешней опоры там, где он еще мог развить свое. С метформином у части людей логика очень похожая. И я прекрасно понимаю, что сейчас кто-то скажет: так что теперь пусть человек ходит с высоким сахаром и лишь бы без таблеток. Нет, нет и еще раз нет. Я не за бесконтрольную гипергликемию, не за потерю времени, не за то, чтобы смотреть, как у человека тихо разваливаются сосуды, нервы, почки и страдает обмен веществ. Я за то, чтобы сначала задать правильный вопрос. У этого человека еще есть реальный шанс вытащить ситуацию без таблетки или нет? Потому что если есть этот шанс, надо использовать по максимуму. Особенно если речь идет о человеке, который еще не развален, который может тренироваться, убирать висцеральный жир, менять питание, нормально спать, ходить, бегать, делать интервалы и поднимать свою выносливость. Теперь еще одна причина, почему вокруг метформина столько разговоров. Онкология. Очень любят говорить, что у людей на метформине меньше рака. И отсюда сразу начинается торговля надеждой. Ну как же, значит, препарат не только сахар снижает, а еще и помогает вроде бы от опухолей, защищает от них. Но здесь надо быть очень аккуратными. Большая часть этой красоты выросла из наблюдательных исследований. А такие исследования легко рисуют чудеса там, где потом остается намного меньше. Да, есть данные, что у людей с диабетом на метформине некоторые онкологические исходы могут выглядеть лучше. Да, есть понятные механизмы, почему это может быть.
Но это еще не доказывает причинно-следственную связь на людях. И опять мы возвращаемся к главному. Для тяжелого человека с нарушенным обменом веществ даже не идеальная таблетка может быть очень разумной ценой. А для человека, который еще может вытащить ситуацию тренировками и изменением образа жизни, это далеко не факт. Теперь про стандартные побочные эффекты. Про кишечник знают почти все. Тошнота, вздутие, дискомфорт, диарея. Это неприятно, но не самое интересное. Гораздо важнее дефицит витамина В12, потому что он может подкрадываться тихо. Человек устает, становится слабее, может нарастать анемия, могут неметь ноги и руки, могут появляться странные ощущения, похожие на проблемы с нервами. И самое неприятное, что все это легко списать не туда. Человек сидит на препарате годами, сахар у него вроде бы стабилизирован, а где-то на другом фронте он тихо проседает. Еще одна важная проблема – лактоцидоз. Не самая частая, но реальная ситуация. Риск резко возрастает у людей с тяжелыми проблемами почек, сердца, дыхания, при тяжелых инфекциях, при обезвоживании, при злоупотреблении алкоголем и при некоторых острых состояниях. И теперь итог. Почему метформин так цепляет людей? Потому что картинка, честно говоря, очень соблазнительная. Вот вам таблетка, которая снижает сахар. Включает полезные клеточные сигналы, усиливает внутреннюю уборку клетки, может быть связано с уменьшением частоты рака. Ну, кто же от такого откажется? Но живой человек – это не схема из учебника. Если передо мной человек, у которого нет мотивации к перемене образа жизни, у него уже мало движения, мало резерва, выраженные нарушения обмена веществ, и без лекарств ему однозначно будет хуже, то метформин может быть очень даже уместен. Но если передо мной находится человек, который еще может тренироваться, худеть, поднимать выносливость, убирать висцеральный жир, и самое главное, этот человек мотивирован, то, в принципе, его еще рано сажать на препарат. Оговорюсь, если клиническая ситуация, конечно же, позволяет. Потому что в такой ситуации вопрос уже не в том, упадет ли сахар, вопрос в другом. Что мы вообще хотим получить? Более красивый анализ или реально более здорового человека, который не зависит от таблеток? И добавлю еще одну вещь. Если препарат позиционирует как таблетку здорового долголетия, а он участии людей одновременно мешает сохранять силу, подвижность и самостоятельность, то это уже не такая красивая схема, как ее рисуют. Жить дольше и оставаться долго здоровым – это не одно и то же. А нас интересует не просто длина жизни, нас интересует жизнь, в которой человек остается самостоятельным. И вот это, на мой взгляд, главный вопрос всей темы метформина. Еще раз, я не против препарата. Я за назначение его там, кому он действительно необходим. У многих может возникнуть вопрос, а как оценить необходимость применения метформина? Друзья, сами вы его не оцените. Люди разные, и их риски складываются в самых сложных комбинациях. Поэтому оценка такая – прерогатива врача. И если хотите разобраться, буду рад вам помочь.